Всем привет, с вами снова Алина, и давно на моем канале не было видео про моду, у меня какие-то перегибы, то я рассказываю все время про косметику, про макияж, то все время про моду, решила как-то это сбалансировать, тем более, что многие из вас мне постоянно скидывают в директ напоминания о каких-то таких крупных событиях, где звезды появляются в интересных нарядах, и грех их не обсудить, тем более, что вам нравится эта рубрика. Не так давно прошло мероприятие American Music Awards, и, конечно же, это то событие, где есть красная ковровая дорожка, и нам с вами будет что обсудить, тем более, что вы реально несколько последних дней постоянно мне писали в директ: Алина, снимешь ли ты видео на эту тему или нет? Слушаюсь и повинуюсь, поэтому сегодня давайте обсудим самые яркие и интересные выходы красной ковровой дорожки этой музыкальной премии. Я сразу предупреждаю, будем обсуждать не все образы, только те, которые признаны наиболее интересными, либо те, которые мне кажутся наиболее такими, подлежащими обсуждению. И первый образ, который я бы хотела с вами обсудить, я тут, извините, буду подсматривать в телефон для того, чтобы видеть образы, это, наверное, все-таки Билли Портер. Несмотря на то, что он в первую очередь актер, это тот человек, который действительно на всех красных ковровых дорожках поражает, удивляет, и он никогда не появится в обычном банальном наряде, нет, и эта премия не стала исключением. В этот раз он выбрал такой вот сложный белый костюм с интересным головным убором, и мне кажется, что это отдельная вообще категория наряды Билли Портера, это вне конкурсной программы, если можно так сказать, и все его образы, этот не стал исключением, действительно сложные, и хочется рассматривать образы про эпатаж, про экстравагантность, и, соответственно, к ним нужно относиться изначально как к таким сложным, театральным. Далее у нас Пиа Миа, понятия не имею, кто это такая, наверное, это музыкант, потому что премия все-таки музыкальная, несмотря на то, что актеров здесь тоже предостаточно, и она выбрала для себя такой вот сияющий, блестящий комбинезон, и на самом деле такие комбинезоны, мне кажется, были актуальны, наверное, года 2 назад, сейчас это не актуально, и волосы, конечно, тоже не в самой актуальной укладке, хотя, безусловно, смотрится эффектно. Я так подозреваю, что это, скорее всего, накладные, да, или это, возможно, даже парик, если нет, то волосы клевые, ничего не скажешь, но мне абсолютно не нравится комбинезон, такое ощущение, что его заказывали с какого-то китайского сайта, хотя, возможно, если бы я могла рассмотреть его поближе, либо даже там, хотя бы спереди, потому что фотография сзади, возможно, я бы поменяла свое мнение, но думаю, что вряд ли, потому что, очень неактуальный цвет, очень неактуальная вообще ткань, в которой комбинезон исполнен, и, соответственно, моим любимчиком этот образ не станет. Далее у нас Реджина Кинг, я знаю, что это актриса, в этом я точно уверена, и она выбрала костюм в черном цвете с очень интересным и таким провокационным немножко декольте, и чем-то ее образ мне напоминает, знаете, такую современную Урсулу. То есть если бы Урсула жила среди нас и пошла бы на какую-то премию, скорее всего, она выбрала бы такой вот костюм. У меня лично такая ассоциация. Мне кажется, что очень хороший, лаконичный, законченный образ, и при том, что здесь у нее декольте, мне не кажется, что это как-то пошло, вульгарно. Я не фанат таких причесок абсолютно, но мне кажется, что именно в исполнении Реджины все смотрится очень органично, и мне даже придраться не к чему, и нельзя сказать, что там наряд очень скучный, он черный. Нет, здесь интересно оголены плечи, здесь интересное декольте, и в целом все смотрится очень законченным. Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого образа. Далее у нас Пост Малон, и Пост Малон как бы нам намекает на своей ковбойской шляпе надписью о том, кто же он. Для тех, кто не знает, кто не в курсе, кто такой Пост Малон, он для всех сообщает это на своей шляпе. И это тоже человек, от которого мы не ждем чего-то очень спокойного, не ждем какого-то смокинга, либо даже просто классического черного костюма. Нет, ни в коем случае. И можно сказать, что мне лично эта клетка напоминает, знаете, эти сумки-баулы из 90-х, в которых постоянно что-то перевозили, в которых дома что-то хранилось. Лично я с такими сумками хорошо знакома. Я их помню только, правда, в голубом оттенке, в синем, но вот черно-белый вариант этой клетки мне тоже напоминает эти сумки-челноки. Эпатажно, но в меру. Знаете, мне кажется, что все-таки у Пост Малона были образы и поэкстравагантнее в качестве мужского выхода, очень даже неплохо. Кристина Агилера меня вообще не порадовала. Наряд выглядит так, как будто бы он из очень глубокого прошлого, но не так, чтобы быть ретро, потому что здесь абсолютно не актуальный пояс, он
очень-очень дешевит и портит образ. Мне кажется, что без него было бы гораздо лучше. Если уже она и хотела делать акцент на талию, то, наверное, можно было использовать что-то другое. Так, конечно, образ получается театральным, таким драматичным. Причем, действительно, у меня именно претензия только к поясу. Без него смотрелось бы гораздо лучше. А так, мне кажется, что вот этот недоакцент на талии, во-первых, этот пояс не сделал талию Кристине, нет, здесь абсолютно не появилось дополнительных изгибов. И, наверное, в этом образе, помимо пояса, украшения на шее, потому что они ее обрубают из-за того, что она надела такой, знаете, как капюшон, шея кажется еще короче, и она просто перерубается этим украшением. Мне кажется, что вот это вот нужно было изменить, и образ бы, наверное, смотрелся более гармоничным. Далее у нас Мисти Копленд. К сожалению, тоже не знаю, кто эта девушка, но, скорее всего, это, наверное, какая-то актриса, мне кажется, где-то я ее видела. У нее очень необычное платье. Если вы посмотрите фотографии, например, только его верхней части до, наверное, талии, то это выглядит так, как будто бы она пришла в пиджаке, в блейзере, как говорится, в белом классическом, но нет, ниже все становится интереснее. Здесь тебе и мини-юбка, здесь тебе и шлейф, и вроде бы это должно быть интересным, но мне кажется, что здесь пытались намешать слишком много всего и не довели идею до конца. Мне кажется, можно было бы, в принципе, ограничиться вот этой вот интересной юбкой, сделать ее подлиннее, смотрелось бы гораздо лучше, а шлейф, ну, абсолютно не в тему. Мне кажется, что в сочетании с пиджаком шлейф смотрится не всегда хорошо. Либо, давайте так, либо пиджак-шлейф, либо пиджак и вот эта интересная юбка с заклепками. Да, это заклепки посередине. Но в любом случае все три элемента совмещать вместе абсолютно не в тему. Далее у нас, конечно, Билли Айлиш. Куда же без нее на музыкальной премии. Без нее вообще не проходит, мне кажется, ни одна музыкальная премия, и вряд ли будет проходить, потому что она мировой признанный феномен, и с ног до головы у нее Total Look Burberry. Даже человек, неискушенный в моде, может сразу это понять. И Билли — это не тот человек, про которого мы будем говорить, что наряды она выбирает такие, которые бы ее украшали. Нет, она любит все мешковатое, любит все эпатажное, любит все свободное. И, конечно же, привлекающее внимание — это ее стиль, это часть ее сценического образа, и миллионы девушек-подростков по всему миру обожают ее стиль, потому что он действительно такой свободный, расслабленный, и из серии «Мне пофиг, что вы скажете про мой образ, я чувствую себя классной», и вот этот вот лук от Burberry тоже нам маякует об этом. Единственное, у нее здесь украшение от Bulgari, ну мы с вами прекрасно знаем, как это все работает на музыкальных премиях, и я здесь даже обсуждать ничего не могу, просто такая пижамка от Burberry, ну она может себе позволить, потому что ее сценический образ это подразумевает. Если бы она пришла в каком-нибудь вечернем коктейльном платье, я думаю, фанаты по всему миру бы очень сильно удивились. За супермодели отвечала на церемонии Хайди Клум, и ее наряд мне на самом деле не особенно нравится. Он для меня какой-то такой сценический, как будто бы бальница. Не знаю, мне кажется, не обидела я сейчас бальниц, девушек, которые занимаются бальными танцами, но мне кажется, что здесь немножко неправильно соблюдены пропорции. Возможно, платье должно было быть чуть-чуть подлиннее, и вообще этот фасон Baby Doll, он абсолютно сейчас не актуален, но здесь я тоже могу быть необъективной, потому что Хайди Клум именно на этой церемонии выглядела очень красиво, молодо. Мне кажется, что она смотрится эффектно, и даже это платье ее не портит, хотя все-таки я считаю, что это ужасно. Сверкающий топ, непонятная завышенная талия и вот эти перышки, это все не трендово, это не актуально, и стилиста Хайди Клум явно не должна погладить по головке, хотя здесь мне очень нравится макияж и очень нравится укладка. Все это органично, кроме платья. Даже обувь мне здесь нравится. Еще Камила Кабельо, тоже как же без нее на музыкальной церемонии, и она выбрала для себя образ такой диснеевской принцессы, такой нежной, легкой, что в принципе не является частью ее образа. Она более такая дерзкая, обычно выбирает какие-то обтягивающие короткие наряды, а тут она появляется в образе какой-то Бель. Но мне, на самом деле, это платье кажется очень устаревшим, выглядит оно как простынь, потому что, когда я вначале просто бросила взгляд на эту фотографию, я почему-то подумала, что она платье задрала, настолько это, ну, как-то неправильно подобранный фасон, неправильно подобранные пропорции. Реально выглядит так, как будто бы она платье просто задрала, и вот эти вот цветы,
да, эти цветы, они смотрятся так, как будто бы на шторах. Мне здесь, наверное, я бы могла сказать, что мне не нравится коса, но я думаю, что без нее платье смотрелось бы еще более вычурно, и я считаю, что это один из самых неудачных образов Камилы. К сожалению, она его выбрала для этой церемонии, и такие челки вообще, мне кажется, мало кому идут, разве что Дакоте Джонсон. Но вот в случае Камилы Кабельо, мне кажется, надо было что-то менять. Возможно, сделать другую укладку, но нет. Здесь реально коса спасает, но платье... Вот вы меня ругаете за сравнение с выпускницами, но здесь это именно в негативном ключе подразумевается выпускницы в устаревших платьях. Вот Камила Кабельо, выпускница в устаревшем платье. Хотя о чем говорить, если далее у нас идет Тейлор Свифт, которая, между прочим, в обуви от Джузеппе Занотти, и которая выбирает для себя настолько неудачное платье, настолько неудачный образ, ну, тоже из серии «Могу себе позволить», собрала все там возможные и невозможные музыкальные награды, все рейтинги мира, но это, мне кажется, не подразумевает автоматически, что нужно выбирать такие неудачные платья. Если вы со мной не согласны, напишите об этом в комментариях, но мне кажется, что у Тейлор Свифт в последнее время что-то дикое творится с ее стилистом, настолько неинтересные и настолько именно непонятные для меня образы. Просто к чему это зеленое платье? Оно не то что устаревшее, но кроме того, что оно устаревшее, здесь непонятно, здесь что, лямки от бюстгальтера видно? Ну, то есть, насколько я понимаю, это платье не подразумевает того, что вы будете видеть лямки. Но, конечно, может быть, это тоже задумка стилиста. Причем мне нравится цвет, он действительно подходит Тейлор, но, возможно, если бы не было лямок, либо если бы здесь были рукава длинные, это смотрелось бы совершенно по-другому. Просто представьте это платье с длинными рукавами, либо просто корсетом, было бы лучше, а вот эти лямки все портят. Платье дискотечное, и я могу его представить, ну, разве что в отмечании Нового года где-то у друзей на квартире, но никак не на музыкальной премии и никак не с такой обувью. Причем обувь-то еще ладно, но в сочетании с этим платьем. Тайра Бэнкс в очередной раз щеголяет в своих эффектных париках. Надела шляпу, у нее такой вот интересный, такой что дикий клатч, интересная обувь. И вообще образ весь можно было назвать хорошим, законченным, продуманным, но мне кажется, что здесь что-то не так со штанами. С брюками есть явная проблема, потому что они собираются там, где они должны собираться. Возможно, нужно было их как-то подогнать по фигуре, либо взять на размер побольше, собрать на талии, но это то, что ее не украшает. Эти брюки действительно портят фигуру Тайры. Я не говорю, что у Тайры плохая фигура, нет. У Тайры есть особенности в фигуре, соответственно, там с возрастом ее фигура трансформировалась. Не нужно так некрасиво подчеркивать то, что обычно не подчеркивают, и здесь явно просто брюки не по размеру, неправильно их подогнали. Это проблема и вопрос тоже к стилисту, который выпускал знаменитость на красную ковровую дорожку в таком наряде, потому что сами звезды, как правило, наряды редко выбирают, они их могут только утверждать, либо не утверждать, но, кстати, вина Тайры тоже в этом есть, потому что она же утвердила этот наряд, ну да. Келли Осборн явно задвигает свое прошлое осборновское, вот с тех времен реалити-шоу. Когда я была маленькая, я смотрела это реалити, и там творился лютый трэш, поэтому про современные реалити-шоу, поверьте, ребят, там еще не творится такой пипец, как творился тогда. И она выбирает для себя очень закрытое, очень нетипичное для нее платье, просто в ночь закрытое, такое ощущение, что вот платье в стиле монахини, разве что немножко оно по фигуре. Келли действительно работает над своим стилем, но премия AMA, она абсолютно неуместна для такого наряда, и я понимаю, что это личное дело каждого, что надевать на какие мероприятия, но все-таки есть какие-то рамки, и платье Келли явно в это не вписывается. Далее у нас Дуа Липа, тоже одна из самых популярных певиц современности, и у нее новый цвет волос. Я, кстати, не видела, что она стала блондинкой, либо, возможно, это нацепной хвост, но в любом случае она выбирает для себя платье в розовом цвете. Тут непонятный черный, по-моему, это бархатный бант, который перекликается с обувью. Причем это все можно простить и сказать, что ну вот типа как бы необычная интерпретация классического наряда, но украшения Булгари здесь абсолютно не в тему. И как мы уже с вами говорили об этом в других видео, здесь ну просто обязательства, там, либо стилист взял, либо Булгари платит знаменитостям за то, чтобы они надевали
их украшения, но в данном случае нужно было бы подобрать что-то другое, потому что это изумрудное колье абсолютно не подходит под это платье. Хотя, если бы его не было, нет, мне кажется, что оно не подходит. Опять же, напишите свое мнение в комментариях. Мне кажется, что в этом образе можно было бы добавить какой-то акцент на хвост. То есть что-то интересное добавить на хвост. И я бы, конечно, убрала этот ужасный бант с платья, но это, наверное, задумка дизайнера, поэтому носим то, что есть. Холзи выбирает для себя очень цветастое, очень оборочное такое платье с необычной стрижкой, с необычным макияжем. Девушка вообще любит эпатировать. И здесь мне, наверное, даже немножко нравится этот контраст такого, с одной стороны, романтичного платья и такой вот футуристичной стрижки, прически и необычного яркого макияжа, который явно, ну, вроде как бы пытается повторить цвета с платья, но при этом очень сильно конфликтует с самим нарядом, и такое ощущение, что голова от одного образа платья от другого, но в целом это не смотрится как-то отталкивающе, хотя это тоже не входит в список моих самых любимых нарядов этой церемонии на 100%. Сиара выбирает для себя необычный, мне кажется, образ, хотя она в последнее время тоже активно экспериментирует больше со стилем, чем с музыкой. Я давно не слышала от нее каких-то ярких треков, хотя раньше она мне очень нравилась. И здесь очень сложная была попытка у стилиста соединить два оттенка синего. Это самое сложное, мне кажется, среди работы всех стилистов, когда ты пытаешься подобрать комплементарные цвета из одной гаммы и не ошибиться. Я не скажу, что здесь это катастрофа, это провалилось, нет, но мне кажется, что здесь слишком много всего намешано, слишком много эклектики, потому что здесь все конфликтует между собой. Здесь эти брюки клеш, которые, да, с одной стороны удлиняют ноги, но они абсолютно не вяжутся с этим пиджаком оверсайз в оттенке, который тоже, ну вот на грани уже конфликта, и непонятное украшение. Это топ. Да, это топ такой получается. Ну, и даже сережки здесь не подходят. Возможно, если бы Сиара собрала волосы в высокий хвост, в длинные ее красивые волосы, заиграли бы совершенно по-другому и работали бы на то, чтобы образ как-то собрать, но все вместе, вот это реальная серия, что стилист подобрал классные вещи, но очень не классно, что он попытался соединить их в одном комплекте. Действительно, стоило разбить эти вещи на несколько выходов, смотрелось бы гораздо лучше. Мужчины в этом году явно выбирают ковбойский стиль, и Дипло не стал исключением, и почему-то решает добавить такую активную цепь. Мне кажется, что в мужском образе, по мужским меркам, здесь все довольно интересно и не скучно. Ну, потому что, мужчинам действительно тяжелее как-то самовыражаться на красной ковровой дорожке и не превращаться в Билли Портера. И это сейчас ему не оскорбление, а просто человек отвечает за эксцентричные наряды, а мужчинам, которые обычно так не делают, довольно тяжело. И вот такие вот образы, в принципе, хотя бы хочется как-то обсуждать, потому что зачастую, повторюсь, мужские наряды очень скучные. Конечно же, Селена Гомес, очень многие из вас присылали мне ее наряд. На других фотографиях, кстати, это платье смотрелось намного лучше, и это наряд из серии украшающих девушку и делающих акцент именно на девушке. Я не могу сказать, что я в восторге от этого платья. Мне очень нравится цвет, он подходит Селене. Здесь очень хороший макияж, как, собственно, почти всегда у Селены. Хорошая укладка, стрижка. Но мне кажется, что на этой фотографии, во всяком случае, очень перетянута верхняя часть. И я понимаю, что, с одной стороны, это безопасно, платье не будет точно спадать, но смотрится это вот прям дискомфортно. То есть я, когда даже смотрю на эту фотографию, я представляю, как ей больно, как у нее там все перетянуто. Но при этом нельзя не отметить, что Селена находится в прекрасной форме. Она, мне кажется, опять похудела, и ей это определенно к лицу. Очень красивый оттенок кожи, с которым прекрасно сочетается как раз-таки такой вот насыщенный зеленый салатный цвет. То есть это оттенок, относящийся именно к этой гамме. И мне нравится, что она выбрала именно моноцвет. То есть здесь туфли и платье в одной гамме. Единственное, с украшением я бы поспорила, но так, наверное, не критично. И образ тоже, наверное, один из самых, не то что интересных, но самых запоминающихся на этой церемонии, потому что вы чаще всего присылали мне в директ именно это платье. Хотя, возможно, это связано с тем, что у Селены очень много фанатов. Шон Мендес, возлюбленный Камилы Кабелью. Это сейчас минутка сплетен, да, была, или чего еще? Насколько я знаю, в общем. Знаете,
песня «Сеньорита», она как бы намекает, и там много чего говорят на Западе, но не в этом суть. Я только сейчас поняла, что у этого парня очень много украшений, и он вообще, в принципе, любит надевать украшения и любит надевать пиджаки на голое тело. То есть это такая фишка, и это то, о чем я говорила. Мужчинам очень тяжело выражаться на красных ковровых дорожках, в частности, в одежде. Мне кажется, что интересно, во всяком случае, поругать его здесь не за что. Его образ поддерживается стилистами. Знаете, это такой парень, который разбивает молодые женские сердца, то есть и при этом он не старается. То есть, типа, я сам такой по себе, я вот выбираю тут тебе какие-то украшения этнические, при этом у меня такой вот брючный костюм, интересный, зеленый и при этом фиолетовые оттенки. Красивым показалось бы для кого-то, но не для меня. Вот я не считаю это чем-то безумно украшающим мужчину, хотя Шона реально это прям не портит, просто потому что исходный материал изначально классный, и с ним стилисты могут работать как хотят, но во всяком случае постарались сделать что-то интересное, потому что, опять же, молодой, популярный, стилисты могут себе это позволить. Певица Кеша меня безумно удивила на этой церемонии, потому что сдалека я подумала, что это, боже, прости, Белла Хадид. Это абсолютно в ее стиле макияж, вот этот вот прищур, вот эта вот прическа и вот этот total look Versace. Это, конечно, вообще далеко от той Кеши, которую я представляла и которую я знала по ее каким-то старым клипам. В моем воспоминании это до сих пор блондинка, тусовщица, Don't Stop. Вот знаете, да, у нее там популярная песня TikTok. Хотя сейчас TikTok это уже другое значение, чем это было во времена, когда я училась в школе. Не суть, я считаю, что образ довольно интересный, но это опять же исходя из того, что я помню те кошмарные образы, которые Кеша выбирала для себя раньше, и там была действительно катастрофа, то есть каждый ее образ, это был такой провал, а это Total Look от Versace, здесь все правильно, здесь правильное украшение, правильный макияж, правильная укладка, смотрится классно и выглядит как действительно знаменитость, то есть знаменитость на красной современной ковровой дорожке, потому что раньше, конечно, такие наряды бы не оценили, а сейчас это вполне в духе времени. Патрик Стар — это очень популярный человек в бьюти-индустрии западной, и здесь, собственно, тоже обсуждать особенно нечего. Это типичный образ Патрика. Сверкающая фольга, либо елочная игрушка — это его просто классический образ. Также были знаменитости, которые вот выбирали для себя наряды более такие бальные, великосветские, вот, например, со змеиным принтом, при этом платье такое вот змеиная королева, распущенные волосы. Вот ей не хватает просто яблока в руках. Мне кажется, красное яблоко. Видите, да, этот контраст образов. Какие-то знаменитости выбирают что-то такое супер современное, что-то вот даже футуристичное, как на следующем образе, а кто-то выбирает бальные платья, кто-то выбирает вообще новогодние наряды, собственно, здесь у кого на что фантазии хватает. Вот, кстати, Lil Nas, тоже человек, который в последнее время старается эпатировать все-таки на красных ковровых дорожках своими нарядами. У него они, в принципе, соответствуют его образу. То есть человек, который всегда появляется в необычных костюмах. Но после своего супер разрывного трека, который взорвал буквально все хит-парады, по-моему, он ничего супер успешного не сделал. И поэтому на красных ковровых дорожках его стилисты прям вот акцентируют внимание на нем. И, соответственно, он там и номинировался на многие награды музыкальные, выигрывал их. Действительно, человек очень талантливый, молодец, но вот наряды у него всегда такие вот немножко попахивающие Билли Портером. Да, простит он меня за столь частое упоминание в моих роликах. И вот это вот кислотный взрыв зебры, ну вот просто наряды в стиле посмотреть и обратить свое внимание для того, чтобы наряд был в топе во всех подборках необычных прикидов. И еще один наряд, который есть в моей сегодняшней подборке, это платье от Constance Wu, то есть наряд, который она выбрала для себя. Мне нравится ее прическа, вот эти две гулечки, как сказала бы моя бабушка, на голове, но мне абсолютно не нравится ее платье, потому что вы знаете мое отношение к нарядам, которые режут пропорции, которые просто укорачивают ноги, уменьшают рост и вытягивают тело. То есть это или, как можно еще сказать, максимально неправильный наряд, который не украшает девушку. И я не скажу, что он ее прям сильно испортил, потому что бывало и похуже, но здесь неправильные пропорции. Опять же,
очень вытянули тело и укоротили ноги. Просто зачем? Насколько я понимаю, она не очень высокая, и вот такой наряд, он только усугубляет эту ситуацию и делает ее еще меньше и еще больше укорачивает ноги, а это всегда плохо. То есть никогда не нужно укорачивать ноги где бы то ни было и делать это специально. Зачем? Просто для чего стилисты это делают? Вот такая вот была подборка, не знаю, интересная или нет. Напишите в комментариях, какие наряды вам понравились, какие нет. Может, я кого-то упустила, но мне кажется, это довольно такая полная подборка необычных, во всяком случае, интересных нарядов. Что-то было удачным, что-то мне абсолютно не понравилось. Но сказать, что это какая-то супер уникальная и классная премия в плане нарядов, ну, нельзя. Я думаю, что вряд ли здесь запомнится на долгие годы, как там условная дорожка в Каннах, либо там тот же Мэтт Гала. Нет, здесь, ну, музыкальная премия, но на Грэмми в этом году были наряды гораздо интереснее. Если вам интересно, чтобы я и дальше снимала видео на эту тему, то тоже напишите об этом в комментариях, потому что было очень много запросов снять видео про Татлер Бал в России. И тут очень сложная дилемма в моем исполнении. Я не знаю, посвящать ли этому отдельный ролик или нет, потому что, ну вот, это реально тема для отдельного видео. Эти наряды, в которых появились гости на церемонии Татлер, ну, вызывают у меня большие вопросы. И вот я очень долго сопротивлялась тем, чтобы снимать это видео или нет. И вот мне кажется, что вот-вот и сдамся. Если вам интересно, то напишите об этом в комментариях. Я сниму видео про Татлер Бал в России. Но вы прекрасно знаете, что про российские премии я стараюсь максимально редко снимать видосы. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, мы там с вами можем быть на связи, вы можете задавать свои вопросы в комментариях, ну и вообще я там вам оперативнее отвечаю, чем здесь. Хотя здесь комментарии тоже люблю читать. Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока! Сижу тут и напеваю про себя песню Old Town Road. Вот что называется, приберегла напоследок Lil Nas. А вот Lil Nas. Зачем эта песня теперь будет целый вечер в моей голове, если она была в моей голове в последние несколько месяцев? Как ее выселить? Что вы делаете, когда у вас какая-то песня просто въедается в голову и не можете ее выкинуть? Я не знаю, что делать. Как себя отвлечь? Разве что другой, более въедливой песней.